Приветствую вас на канале Артефактум. Тема сегодняшнего видео – миф о Прометее. В античных легендах Титан Прометей представлен в образе защитника и борца за справедливость, который даровал людям огонь, новые знания и навыки. А в более поздних вариантах его начали изображать еще и как создателя людей. Миф о Прометее – один из самых древних и наиболее важных в греческой мифологии. Неудивительно, что со временем он обрастал новыми деталями и подробностями. Ведь, по сути, его без преувеличения можно назвать преданием о том, как древние греки видели и объясняли для себя развитие всего человечества. Познакомимся с нашим героем поближе. Титан Прометей был сыном Япета и находился в близком родстве с самим Зевсом, приходясь ему двоюродным братом. Имя Прометей буквально означает «предвидящий», и он действительно обладал даром предчувствовать грядущие события. Он был отважным и мудрым, и в то же время обладал чуткой душой и миролюбием. Участие в битвах титанов было чуждо Прометею. Он противопоставлял себя собратьям, говоря решительное «нет» насилию относительно богов-олимпийцев. Он по собственной воле объединялся с олимпийцами, вступая в своеобразную оппозицию с титанами. Прометей подчеркнуто демонстрировал свое независимое положение от любого господства. Согласно некоторым легендам, Титан Прометей вылепил из земли и воды первых людей, а богиня Афина вдохнула в них жизнь. Подобно богам, их взгляды были устремлены в небо. Иные источники свидетельствуют о том, что людей и животных создали боги в недрах земли. При этом Прометей и его брат Эпиметей должны были наделить их навыками и умениями, без которых они не смогут существовать на земле. Эпиметей все способности распределил среди животных, оставив людей без защиты. Прометей решился на отважный поступок и украл огонь у богов, чтобы даровать его человечеству. До этого момента люди вынуждены были существовать наравне с животными. Огонь им был неведом. Они сбивались в группы и бродили по лесам в поисках случайной пищи. Если им удавалось убить дикого зверя, они разрывали его плоть и поедали мясо сырым. Людям были неведомы возможности строительства жилищ и обрабатывания земли для выращивания продуктов питания. Они спали под открытым небом прямо на сырой земле. Иногда убежищем им служили пещеры, которые приходилось спешно покидать, если туда забредали хищники. Люди не были обучены справляться с недугами и умирали в муках, будучи беспомощными в таких ситуациях. Человеческая жизнь проходила в страхе и боли, но более всего они страшились собственных богов. Бессмертные небожители Олимпа в это же время вели беспечную жизнь, организовывая помпезные торжества. Богов вполне устраивала такая ситуация, и они не считали нужным для себя снизойти до помощи простым смертным. Однако нашелся герой, который жалился над несчастными и, вопреки воле богов, решил сделать их жизнь легче и приятнее. Имя ему Прометей. Он отправился к Гефесту и взял из его горна частичку божественного огня, которую впоследствии и передал людям. Вооружившись огнем, человек сумел изгнать из пещер хищных зверей, научился готовить себе пищу на костре, овладел гончарным ремеслом, стал плавить руду и приобрел множество полезных знаний и умений. Жизнь людей стала, несомненно, более развитой, качественной и прогрессивной. И все это сделалось возможным благодаря отважному титану Прометею. И вот однажды громовержец Зевс, взглянув на землю, поразился изменениям, которые произошли с людьми. К его огромному удивлению, они больше не бродили, бездумно сбившись в стаи, как животные, а жили в уютных домах, овладели наукой и искусством, и если бы они не были подвержены смерти, то были бы равны богам. Зевс обрушился гневом на Прометея и на все человечество. Спасителю людей было уготовано жестокое наказание. Зевс приказал приковать Прометея цепями к скале на вершинах Кавказа. Исполнить этот приговор было поручено богу-кузнецу Гефесту, титану Кратосу и богине Бие. Прометей был другом Гефеста, однако даже этот факт не позволил последнему ослушаться бога отца и не исполнить злую волю. Во время казни Прометей не издал ни звука, и только когда мучители покинули его, он издал крик, достигший ушей его брата Атланта на противоположном краю земли. Слова, которые прокричал Титан, были такие: «Я не жалею о своем поступке, а Зевс должен знать, что его власть не будет вечной, и только мне известно, когда и как падет его господство,
Только я знаю, как этого можно избежать, но эту тайну ему не узнать. Богини судьбы, именуемые Мойрами, поведали Прометею, что у Зевса родится наследник в браке с Фетидой, и этот ребенок будет в разы сильнее собственного отца и сумеет занять престол, свергнув самого Зевса. Мойры рассказали о том, как избежать развития событий, нежелательных для главного бога Олимпа. Фетида должна выйти замуж за простого смертного юношу и родить сына, которому суждено будет стать величайшим из земных героев, а Зевсу удастся избежать соперничества с ним. Слова Прометея достигли Зевса. Он пожелал узнать о пророчестве и отправил к Титану Гермеса. Но вестнику богов ничего не удалось выведать. Прометей упорно молчал, несмотря на угрозы. Терзаемый голодом и жаждой, изнывающий от зноя и стужи, мужественный Титан веками томился, прикованный к скале. Не оставляя попыток сломить волю Прометея, Зевс придумывал для него все новые жестокие мучения. Сначала громовержец вверг нашего героя в тьму Тартара, затем вновь поднял на вершины Кавказа и отправил священного орла терзать его плоть. Страшная птица раздирала живот Прометея своими мощными когтями и клевала его печень. За ночь раны заживали, но с приходом нового дня появлялся орел, и пытка повторялась. Все это длилось веками. Нимфы Океаниды рыдали от жалости, прося Прометея уступить Зевсу и раскрыть ему тайну. Об этом же умоляли мать и родные братья-титаны. Но наш отважный герой был непреклонен и твердил лишь одно: он откроет тайну только тогда, когда Зевс признает, что наказал его несправедливо. И Зевсу пришлось уступить. Он отправил к Прометею Геракла, тот убил орла-мучителя и разорвал оковы Прометея. Отныне он был свободен, но на память о своих страданиях мужественный Титан оставил себе осколок камня и звено ненавистной цепи. Согласно легенде, именно в честь Прометея и его страданий за все человечество люди стали носить кольца с камнями. Прометей открыл Зевсу пророчество Мойр, и владыка Олимпа внял этому предостережению. Нимфа Фетида стала женой царя Пелия, и у них родился мальчик, которого нарекли Ахилл. Ему было уготовано судьбой стать великим воином, героем Троянской войны. Различные античные источники разнятся в вопросе, сколько именно длилось заточение Прометея. По одним данным – несколько столетий, а по другим – не менее 30 тысяч лет. Благодарность людей длилась не меньше. Великий подвиг Прометея оставил свой след в искусстве. Поэты прославляли его как непоколебимого борца за справедливость, а люди огненных профессий почитали как бога. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.